4 ноября по подозрению в нападении на посольство задерживают Максима Веткина. Он признает свою вину и сотрудничает со следствием. 17 ноября задерживают Дениса Быстрика, но через пару дней выпускают, предложив ему хитроумный план. В пятницу 19 ноября на Крестина приехали следователь Ливченко, который ведет дело об акциях анархистов. Значит, и те же два оперативных сотрудника ГУБОП, Соколов Вадим и Демьянов. Вот, значит, они забрали меня с изолятора временного содержания, посадили в свою машину, ну и повезли в сторону центра города. По дороге в ГУБОП, значит, сотрудники спросили у меня, хочу ли я иметь судимость. Я сказал, что, конечно же, я не хочу иметь судимость. Вот, тогда они сказали, что для того, чтобы избежать суда, который они мне могут устроить, и сделать меня обвиняемым по какому-либо из эпизодов, я должен помочь им. Вот. Я спросил, в чем должна заключаться эта помощь. Они сказали, что я, как человек, который прожил с Игорем Алиневичем целый год в одной квартире, должен пользоваться его доверием, поэтому они считают, что я тот человек, который должен им помочь в поимке Игоря Алиневича. Вот. Я ответил, что даже если бы захотел, не помог бы им, потому что я не поддерживаю контакта ни по электронной почте, ни по скайпу, и то есть у меня нету связи с Игорем Алиневичем. Вот. На это они мне возразили, что твоя судьба в наших руках, и что сегодня ты там свидетель либо обвиняемый, а завтра ты будешь подсудимый, и мы тебя поместим в СИЗО и так далее. То есть угрожали мне там разными неприятными перспективами. Они сказали, назвали мне имя одной моей знакомой, которая, по их мнению, поддерживал постоянный контакт с Игорем по интернету. И они сказали мне, что я должен встретиться с ней и попытаться у нее выяснить, как можно найти Игоря. Вот. То есть они сказали мне, что никого за руку ловить не надо будет, ты просто с ним созвонишься, либо спишься по электронной почте, договоришься о месте встречи, и мы уже сами все сделаем. Вот. Дальше Вадим Соколов, сотрудник ГУБОП, сказал мне еще такую вещь, что после того, как они меня отпустят, со мной будут пытаться связаться правозащитники из правозащитного центра «Весна». Вот. И он сказал, что если они будут мне звонить, то я должен связаться с Соколовым, он мне передаст диктофон, и я должен записать содержание разговора с этими правозащитниками, потому что ГУБОП очень интересовался тем, что какую роль играют люди из центра «Весна». В план не входило помогать милиционерам в поимке Игоря Алиневича, вот, поэтому я с девушкой, которую они меня называли, не встречался, и когда мы с ними созванивались, просто говорил им, что у меня на данный момент нет никакой информации, она мне ничего не сказала, и Игорь с ней не выходит на связь уже тоже давно. Дальше, в конце ноября, я узнал, что Игорь все-таки был арестован в Москве после того, как он созвонился с Антоном Лаптенком. Все указывает на то, что Антон действовал по такой же схеме, как было предложено действовать мне. Этот план осуществляется 28 декабря, когда в Москве неизвестный похищает Игоря Алиневича при попытке встретиться с Антоном Лаптенком, который был одним из задержанных 3 сентября. Только через несколько дней его находят родители. Игорь оказывается в СИЗО КГБ, куда он доставлен в обход всех норм международного права об экстрадиции преступников и обвиняется сразу в нескольких эпизодах, в том числе и в нападении на российское посольство. Игорь признает, что участвовал в антимилитаристском шествии, но уголовным преступлением это не считает. Он сказал, что я должен принять участие в съемках передачи, которая была посвящена деятельности социальных протестных движений в Беларуси, в частности анархистам. Он должен понимать шаткость своего положения юридического, поэтому выхода у меня нет, и я должен помочь им сняться в передаче. На мой вопрос, когда должны произойти съемки, когда мне нужно будет ехать сниматься, он сказал, это нужно будет сделать прямо сейчас, потому что время не терпит, накануне президентские выборы. Я ему сказал, что я все равно не хочу сниматься, там, ни с закрытым лицом, ни с открытым, ни в каком виде, что я отказываюсь сниматься. Он сказал, что давайте не принимай там скоротечных решений, просто все твои друзья снялись, Игорь снялся, Алиневич, значит, Максим Веткин снялся. Я ему сказал, что, во-первых, не верю, что они снимались, а во-вторых, что даже если они снимались, то я не вижу для себя смысла там участвовать в этой передаче. Дальше мы пришли в холл телецентра, где нас встретил Юрий Прокопов.
где он мне показал видеозапись интервью с Игорем Линевичем, которое было длиной около 20 минут. Но я всю ее не смотрел, видел только отрывки, где Игорь рассказывал про разные течения анархизма в анархизме. Дальше они мне еще показали текстовый файл с якобы интервью Максима Веткина, вот, но я его не читал. Я, вышел из телецентра, поехал домой. Вот. По дороге мне начал звонить Вадим Соколов. Вот. Он сказал: я тебя понимаю, приезжай завтра в 9 часов с паспортом к нам в здание ГУГОП, мы с тобой спокойно обсудим все вот эти вопросы. Вот. Тем же вечером я собрал самые необходимые вещи и покинул территорию Республики Беларусь. Потому что, как я понимал, у меня было всего лишь два варианта. Это сняться в передаче, либо отправиться в тюрьму. 6 декабря на пресс-конференции Лукашенко провозглашает, что все причастные к делу о посольстве мы прошли тот период, когда нас могли ввергнуть в хаос. Сегодня у нас есть все. И нелюбимые кем-то спецслужбы, выполняющие свой долг. И плохая, хорошая милиция, наша милиция, она такая, как мы, я только что сказал. И нормальная армия военная, которая обеспечит нашу безопасность. Мы справимся с любыми выпадами. Мы совсем справимся. И даже нашли тех, кто бутылки в российское посольство кидал. Их нашли. Они признались, как все было, где. Мы просто молчим об этом. Пусть будет стыдно некоторым нашим соседям. 19 декабря, в день выборов, анархисты участвуют в массовой акции протеста против результатов выборов, где также не оставляют без внимания политзаключенных. Алерта! Антифашистов! Лукашенко реагирует на это в своей излюбленной манере. Говорил накануне, что говорили, как говорили, кто тянул, кто с Украины людей вез. 20 анархистов с России приехали, и другие были, мы там их обнаружили, там с нескольких стран люди были. Это не чисто белорусский был вариант. Сценарий один и тот же. Я же вас предупреждал. Если начнется какая-то заварушка, то у нас горючего вещества хватает, чтобы его подбросить. Но я вас тоже предупреждал. Ребята, вы не с тем связались. Я прятаться в подвале не буду. Поэтому давайте на этом закончим. 26 декабря на пресс-конференции министр внутренних дел Беларуси сообщает, что 5 белорусских анархистов обвиняются в нападении на посольство России в Минске. 5 граждан Республики Беларусь арестованы, и 1 гражданин находится в межгосударственном розыске. Все молодые люди принадлежат к анархистскому движению, поясняет он. Кулешов также выразил уверенность в том, что в ближайшее время будет задержан последний участник нападения на российское посольство. Тем не менее, ни о каких задержанных нам больше не известно. Репрессивной машины двинулся 3 сентября 2010 года. 9 человек были схвачены и брошены за решетку по фиктивным подозрениям.